Мудрые люди умели соединять красоту с целебной силой этих растений. Так не зря одному из этих растений дали имя Девесил, тот, что дарит 9 сил. Доброго здоровья! Это корень девесила, высушенный. Покупаю я его в аптеке. Вот так выглядят цветочки, само это растение. Перемалываю в кофемолке высушенные корни девесила. Получившийся порошок складываю в отдельную емкость или баночку. Беру половинку чайной ложки порошка и заливаю горячей водой градусов 30-40. Воды примерно миллилитров 70. Выпиваю сразу, ничего не процеживаю, не настаиваю. Выпиваю за 30 минут до еды. Периодически применяю девесил 3 недели, то есть 21 день, раз в 3 месяца, раз в сезон. Стимулирует иммунитет, поставляет минералы и витамины, помогает в профилактике простудных заболеваний, имеет антигельминтное действие. Кишечник начинает работать совсем по-другому. Напиток по вкусу напоминает цветочный чай. Корневища и корни девесила имеют богатый активный состав. Его девесил применяют в основном как отхаркивающее средство, но многогранное действие девесил оказывает на пищеварительный тракт. Девесил помогает убрать колиты. Его используют в комплексном лечении панкреатита и гастрита. Девесил избавляет от проблем с кишечником, со склонностью к запорам. Это растение способно бороться с такими заболеваниями, как сахарный диабет, геморрой, патологии печени, цистит, простатит, бронхит и простудное заболевание с кашлем. К примеру, его используют в комплексном лечении артритов и артрозов, гельминтозов и проблем иммунитета. Из девесила готовят отвары, настои, настойки, чай. Только в отличие от этого способа чай заливают кипятком, я же заливаю тепло-горячей водой, чтобы было приятно пить. И чтобы девесил не терял свои полезные свойства, делают из девесила мазь. Для этого столовую ложку порошка девесила смешивают с 2 столовыми ложками сливочного масла или несоленого сала, размолотого блендером. Мазь наносят на пораженные области кожи и при проблемах с суставами. В нашем современном мире мы ищем волшебные таблетки, которые быстро избавили бы нас от множества недугов. Вспомните о девесиле, и он подарит вам здоровье, силы и энергию. Но, как и многие лекарственные растения, лечебные свойства девесила высокого подходят не всем и имеют противопоказания. Не рекомендуется принимать препараты из девесила при беременности, а также при индивидуальной непереносимости растения, при низкой кислотности желудка и при низком артериальном давлении. Ну а для тех людей, которые не имеют к нему противопоказаний, заваривают чай из лечебного растения. От выпадения волос и облысения, в этом случае настой принимают внутрь и наружно. Клинически доказано, что девесил высокий усиливает кровообращение слизистой оболочки желудка, тем самым ускоряет процесс заживления язв. А в медицине препараты из девесила применяются как мочегонное, антимикробное, отхаркивающее, противогрибковое, бактерицидное, кровоостанавливающее, вяжущее, противоаллергическое и спазмолитическое средство. Из-за содержания в нем алантолактонов губителен для многих глистов, эффективно действует на солитеров, аскарид, карликовых цепней. Отвар из девесила высокого применяют как отхаркивающее средство при бронхиальной астме и гриппе. В народной медицине лечебное свойство девесила используют не только при лечении желудка и кишечника, а и при заболеваниях печени, почек и геморроя. Порошок девесила не обязательно заваривать или заливать водой. Его можно съедать небольшой дозой на кончике ножа, запивая водой 2 раза в день до еды при гепатите, колите, холецистите, язвенной болезни, гастрите, геморрое.